Марс. Это шоколадка, которая не по зубам даже Илону Маску. И почему жизнь там — это не начало новой эры, а поход на кладбище? Слушай, давай честно. Марс — это красиво, пока он на экране. Красная планета, героические астронавты, базы под куполами, закаты на фоне холмов. Но все это — мечта, иллюзия. И чем глубже мы копаем в эту тему, тем отчетливее видим. Марс — не запасной аэродром. Он просто еще одна мертвая точка во Вселенной. Причем не просто мертвая, а враждебная. Атмосфера никакая. На Земле ты дышишь, даже не думаешь об этом. На Марсе ты уже труп, если снял шлем. Там атмосферное давление около 6 миллибар, а на Земле 1300. Разница не просто огромная, а критическая. Без герметичного скафандра ты даже не успеешь вдохнуть. Кровь закипит при температуре тела. И не потому что горячо, а потому что давление слишком низкое, чтобы жидкость оставалась жидкой. Плюс атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. Ни тебе азота, ни кислорода. И это значит каждый вдох только через фильтры, маски, баллоны. Или через сложную систему жизнеобеспечения. Ошибся, и все, конец фильма. Магнитного поля – 0. Ты знаешь, зачем Земле магнитное поле? Чтобы спасать нас каждый день. От чего? От космоса. Солнце — не только свет, тепло и витамин D. Это еще и миллиарды частиц, летящих на бешеной скорости, солнечный ветер. На Земле он рассеивается благодаря магнитосфере. А на Марсе магнитного поля нет. И все это радиоактивное безумие хлещет по поверхности без остановки. На Марсе уровень радиации в сотни раз выше, чем допустимо для нормальной жизни. Один день под открытым небом, и твои клетки уже начинают перерождаться. Рак, мутации, поломки в ДНК. Радиация на поверхности настолько велика, что человеку нельзя там быть без толстенной защиты. Причем не просто алюминия. Нужно зарываться в грунт. Температурный ад. Средняя температура на Марсе – минус 60 градусов по Цельсию. Это не просто зябко, это смерть всему, что не оборудовано по полной. А ночью бывает и минус 120. Даже в самых жарких точках, вроде экватора, не поднимается выше плюс 20. И то днем. Ночью обратно в минус. Теперь представь, техника должна работать в таких перепадах. Скафандры не должны трескаться от холода. Системы жизнеобеспечения должны греть людей и не перегреваться сами. А аккумуляторы держать заряд при минус 100. Это уже не научная фантастика, это научная безысходность. Гравитация не та. На Марсе примерно треть земной гравитации. Вроде звучит прикольно, прыгать выше, таскать тяжести легче. Но тело устроено по-другому. Без привычной нагрузки начинаются проблемы. Мышцы атрофируются, кости теряют кальций, вестибулярка сходит с ума. А теперь представь это не на орбите, где ты пару месяцев, а на поверхности, где ты годами. Плюс кровь не циркулирует как надо, давление скачет, зрение портится. Все это зафиксировано у астронавтов, которые были в космосе по полгода. На Марсе будет еще хуже, потому что ты не в невесомости, но и не в нормальной гравитации. И все это при уже упомянутой радиации, холоде и нехватке воздуха. Пыль. Вездесущая и смертельная. Марсианская пыль — это отдельная песня. Ее там море. И она не просто мешает, она убивает. Частицы мельче земных. Они лезут в щели, забивают фильтры, проникают в механизмы. Но главное — они токсичны. В составе оксиды железа, пероксиды, вещества, вызывающие воспаление легких и повреждение тканей. НАСА уже проводили исследования и выяснили, что такая пыль в легких — это как стекло. Она режет и не выводится. Пыль оседает на солнечной панели, снижает выработку энергии, усложняет очистку техники. И это не проблема одного сезона, это постоянная угроза. Да, на Марсе нашли воду, но не ручейки и не озера. Лед. И то на глубине или в виде соли гидратов. Чтобы ее добыть, нужно бурить, плавить, очищать. Это тонны энергии. Даже если мы построим станцию, которая сможет делать воду, она будет уязвима. Поломка, и люди останутся без питья. А перевозить воду с Земли — это миллионы долларов за каждый литр. На практике нереально. Еда искусственная или никакая. На Марсе ничего не растет. Ни морковки, ни травки, ни картошки, как в «Марсианине».
Все в замкнутых системах или в виде сублимированных пайков, как у астронавтов. Хочешь вырастить зелень? Нужны лампы, вода, питательные растворы, идеальный климат. А это энергия, энергия и еще раз энергия. Без возможности ремонта все накроется. Психология одиночества. Представь себе замкнутое пространство. Ты не выходишь на улицу, потому что улица убивает. Ты в бункере, месяцами. Без запаха травы, без звуков дождя, без привычных форм жизни. Только шум вентиляторов и лампы. Люди ломаются даже на подводных лодках. А тут дальше, чем Луна. Помощь не прилетит. Скука, клаустрофобия, страх, паранойя. Все это не художественный вымысел. Это уже сейчас моделируют на Земле. И даже в идеальных условиях участники имитируемых марсианских миссий начинают конфликтовать, теряют мотивацию, испытывают депрессию. Лететь туда почти год. Полет до Марса от 6 до 9 месяцев. Это в одну сторону. Все это время ты в жестянке. Пространство минимальное. Связь с задержкой. Каждый грамм на счете. Космическое излучение все это время продолжает тебя прожигать. И если что-то пойдет не так, починить сложно. Остановиться нельзя. Вернуться тем более. А теперь представь, что лететь надо не одному экипажу, а сотням. С грузом, модулями, техникой, запасами. Это не экспедиция. Это эвакуация. Очень дорогая, очень рискованная и, скорее всего, без шансов на успех. Если бы на Марсе можно было просто сесть, построить домик, воткнуть флаг и зажить, как в Fallout'ах, все бы уже давно туда улетели. Но проблема в том, что даже самый крутой фантаст, придумав марсианский сюжет, всегда игнорирует реальность. А реальность вот она, рядом. Она в расчетах, в тестах, в провалах, которые уже были, даже без единого шага по красной пыли. Симуляции на Земле, и люди уже сдаются. На Земле проводят марсианские симуляции. Их называют изолированные миссии. Это когда добровольцев сажают в купол, где они должны прожить без выхода наружу, в условиях максимально близких к марсианским. Изоляция, строгий распорядок, питание из тюбиков, контроль ресурсов, связь с задержкой. Вроде бы все под контролем. Так вот, люди ломаются. Через месяц первый конфликт. Через 3 проблемы с мотивацией. Через полгода люди перестают общаться, нарушают режим, игнорируют инструкции. Это уже фиксировалось в проектах HICs на Гавайях, в российском Марс-500 и в других имитациях. И это в комфортных условиях, на Земле, с медиками поблизости. А теперь представь то же самое на реальном Марсе, где срыв не просто неприятен, он смертелен. Где не приедет психолог, где нельзя выйти проветриться, где ошибка одного – катастрофа для всех. Ошибки, мама, не прощаются. В космосе нет простых проблем. Там все либо работает, либо убивает. Один болт не дотянули, и вся конструкция летит к черту. Одна микротрещина, и кислород уходит в пустоту. Одна ошибка в программе, и дверь не откроется. Или наоборот откроется, когда не надо. На МКС с экипажем работают целые отделы инженеров на Земле. Каждую секунду, каждый шаг просчитывается. А теперь перенеси это все на Марс, где все дальше, дороже и медленнее. Ты не можешь просто вызвать техподдержку. Ты не можешь прислать детали экспресс-доставкой. И ты не можешь вернуться. На Марсе цена ошибки – жизнь. И не одной, а всех. Это уже не научный прогресс, а русская рулетка с миллиардами на кону. Иллюзия терраформинг. О, это вообще отдельный угар. Люди на полном серьезе говорят: а давайте мы превратим Марс в Землю. Типа взорвем пару термоядерных зарядов, нагреем атмосферу, расплавим лед, запустим цикл. Вау, круто звучит. Только вот это фантазия уровня комиксов. Чтобы реально изменить климат на Марсе, нужно либо поднять давление до земного, а это десятки триллионов тонн газов, либо разогреть планету на десятки градусов, либо доставить туда ресурсы размером с целый океан. И все это на планете, у которой нет магнитного поля, чтобы все удержать. Даже если чудом получится создать атмосферу, она просто улетит в космос. Медленно, но верно. За десятки, сотни лет, и все зря. Потому что Марс — дырявый шар. Он не удерживает газовую оболочку. Он просто не может. Терраформинг Марса — это как пытаться сварить суп в дырявом ведре. Красиво, пока ты рисуешь картинку.
Но в реальности бессмысленно. Стоимость безумная. Давай о бабках. Полет одного человека на Марс обойдется в десятки миллиардов долларов. И это не с проживанием, не с возвратом. Это только туда. Строительство даже минимальной базы, так это триллионы. Постоянное снабжение еще больше. 1 килограмм груза на орбиту Земли стоит от 50 до 100 тысяч долларов. А на Марс, больше миллиона. Даже если Илон Маск со своей Starship сделает перелеты дешевле, это все равно будут астрономические суммы. Вопрос: кто это оплатит? Правительство? Частники? Толпы инвесторов? Ради чего? Человечество пока не может обеспечить чистую воду для миллиардов людей на Земле. А мы тут фантазируем про города на Марсе. Это же нелепо и даже немного цинично, когда каждый день умирают дети от нехватки еды, и при этом тратятся миллиарды на то, чтобы заселить пыльный камень без воздуха. А зачем вообще? Вот давай честно. Ради чего туда лететь? Ради науки? Ну да, первые 100 человек будут делать замеры. Потом, ради спасения человечества. Окей, от чего? От климатической катастрофы? А ты думаешь, на Марсе легче будет ее пережить? Ради начала новой цивилизации. И начать ее в аду? Без деревьев, без природы, без жуков и птиц? Мы не можем построить справедливое общество здесь, на плодородной, богатой, уютной земле. А хотим построить его там, где даже кислород – роскошь. Марс – не спасение. Это отчаянная попытка сбежать от проблем, которые мы же и создали. Только вот на Марсе они станут еще хуже. Нет природы, нет жизни. Ты не понимаешь, насколько сильно человек завязан на природу, пока не окажешься без нее. Нет дождя, нет деревьев, нет животных, нет запаха травы, нет звездного неба, потому что ты под куполом, нет песен птиц, нет ничего, кроме звука фильтров и гула систем. Человек – существо биологическое. Ему нужен лес, ему нужна река, ему нужен воздух, не прошедший через насос. А на Марсе этого нет и не будет. Там можно выжить, но жить нельзя. Ни по-настоящему, ни телом, ни душой. Хорошо, допустим. Представим, что у нас есть технологии, есть ракеты, есть деньги, есть герои, готовые лететь. Что дальше? Мы строим базу, начинаем новую эру? Нет, друг мой. Мы идем по минному полю. Потому что космос не просто враждебен, он мстит за самоуверенность. А Марсом это не пионерлагерь, это экзамен без права на пересдачу. Космос не прощает. Сколько у нас было миссий на Марс? Сотни. Сколько из них провалились? Почти половина. Не в 60-х, не при запуске ведер с болтами, а в 2000-х и позже. Миссии стоят миллиарды, запускаются с суперкомпьютерами и высокоточными расчетами, и все равно взрываются, теряются, молчат. Платформа Beagle 2 потеряна. Миссия Mars Polar Lander разбилась. Российский Phobos-Grunt вообще не покинул орбиту. Это все маленькие капли в море провалов. А теперь представь, что это не зонд, а люди. Экипаж. Люди, у которых дома семьи, дети. И каждый такой провал – это не просто «ну не получилось». Это трупы, похороненные без могил. Где? Где-то в бесконечном небе. Иллюзия контроля. Люди думают, ну будет база, и все будет под контролем. Мы будем добывать воду, выращивать еду, жить в куполах. Ага. Только вот каждая система – это 1000 точек отказа. Сломался клапан? Нет воздуха. Перегрелся фильтр? Углекислота убьет тебя за минуты. Заклинило шлюз? Выход только в окно, и оно в космос. Мы, люди, живем в иллюзии контроля. А на Марсе каждая ошибка масштабируется в катастрофу. Ты не можешь полить розетку и отделаться пробкой. Там все на тоненьком, миллиметр влево, и смерть. Марс не планета жизни. Мы много чего искали на Марсе. Следы воды, следы микробов, какие-то намеки на органику. Но честно, Марс пуст. Миллиарды лет и ничего. Ни одного таракана, ни грибка в пещере, ни одной бактерии под камнем. Мы бомбили его радарами, сверлили, плавили, искали. Все впустую. Это должно нас не радовать, а пугать. Потому что даже такие простые формы жизни, как археи или цианобактерии, не смогли там выжить. Значит, и мы не выживем без бесконечной поддержки. Мы не сможем там встроиться. Мы не сможем там адаптироваться. Мы чужие. И останемся ими навсегда. Экосистемы не строятся в пробирке. Окей, даже если мы создадим закрытую экосистему, где все будет циркулировать. Вода, кислород, еда. Все внутри, как в банке.
А теперь задай себе вопрос. А как часто эти экосистемы работают? Ответ. Никогда. Почти все эксперименты с замкнутыми экосистемами заканчивались провалом. Самый известный – Biosphere 2. Построили огромный купол в Аризоне с растениями, водой, животными. Вложили миллионы. Закрыли туда людей. И через пару месяцев начались проблемы. Кислород падал, углекислый газ рос, растения дохли, люди ругались. Через полгода все рухнуло. Если мы не смогли создать работающую систему на Земле с доступом к ресурсам, как мы собираемся сделать это на Марсе, где каждая молекула на вес золота? Колония спасения. Многие думают, что колония на Марсе — это план «Б». Типа Землю угробим, но выживем на Марсе. Серьезно? План «Б» — это жить под землей без солнца, без природы, без свободы. Это не новая надежда. Это тюремная камера, где каждый день ты будешь бороться за глоток воздуха. Это не второй шанс, а приговор. Настоящий шанс — это не убивать Землю. У нас уже есть идеальная планета. С рекой, небом, клубникой и кофе. Нам не нужен запасной вариант. Нам нужно не просрать то, что уже есть. Вот в чем прикол. Несмотря на все это, люди все равно верят. Вдохновляются. Покупают марсианские NFT, слушают речи Маска, смотрят фильмы. Почему? Потому что Марс — это миф. Это новая утопия. Как в прошлом был Эльдорадо, Атлантида, Америка. Только теперь не золотые города, а купола с гидропоникой. Марс — это красивая сказка для тех, кто устал от Земли, кто не верит в изменения, кто не хочет бороться, кто хочет сбежать. Но планета не утешение. Она не прощает ошибок, не дает второй попытки, не ждет, не принимает. Если и лететь, то не жить, а умирать красиво. Знаешь, кто реально полетит на Марс? Не ученые, не бизнесмены, не богатые, они слишком любят комфорт. Туда полетят фанатики, люди, готовые умереть ради идеи, без иллюзий, без возврата. С осознанием, что это путь в один конец. И, может быть, именно они и напишут первую страницу марсианской трагедии. А мы прочитаем ее и, наконец-то, поймем, что Земля — это не просто дом. Это последний шанс. А ты что думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Подписывайся, ставь лайки. Не прощаемся.